Всем привет, дорогие друзья! Кто меня смотрит постоянно, помните, я делала украшения вот из таких бусин. Фурнитура была у меня под розовое золото. И наполняла я бусинки по талию розового цвета. Кто не видел это видео, я оставлю ссылочку. Посмотрите, очень оригинальное украшение получилось. В комплекте было 10 бусин. Вот у меня 5 осталось. И я хочу сделать украшение только уже с фурнитурой под золото. Хочу использовать фурнитуру из нержавеющей стали. Есть у меня вот такая цепочка. Я вам недавно показывала такую цепочку в распаковке. Подобрала также карабинчик из нержавеющей стали. У меня других бусин здесь не будет. И хочу сделать только на цепочке. И есть у меня вот такая еще красивая цепь, тоже из нержавейки. И есть вот такая цепочка. И вот теперь я в размышлениях, какую лучше поставить. Наверное, сначала я соберу бусинки, а потом уже буду думать, какую прикрепить мне цепь. И сейчас я покажу, что я придумала. Так как бусинки я хочу наполнять тоже по талью золотого цвета. Вот такая у меня поталь прилипает к пальчикам. И что я придумала? Я решила попробовать вот такой вариант. Продеть цепочку и наполнить в бусинку поталь. Но я не буду наполнять, наверное, полностью. Сейчас я буду смотреть, как будет это получаться, конечно. Еще не знаю. Есть у меня вот такие бусинки проставочные. Помните, я показывала с силиконовой прослойкой, золотым покрытием. Таких у меня не оказалось из нержавейки. Немного цвет отличается, я думаю, ничего страшного в этом нет. И я хочу проставить их между бусин. Так как цепочка у меня тоненькая, я сейчас хочу провести цепочку. Вот хорошо пинцетом это делать. Пинцет острый, цепочка проходит хорошо, смотрите. И она как стопорная становится, она не двигается, бусинка. Я провожу бусинку, и вот так будет у меня держаться бусинка. И вот между бусин прозрачных я буду проставлять вот такие проставочные бусины. Хорошо проходит. Вот так. И я сейчас это все наберу, все бусинки. Не буду пока это прикрывать близко. И хочу наполнить уже, когда вставлена цепочка, наполнить по талию. Если я сейчас наполню сначала по талию, потом у меня уже не пройдет цепочка. И сейчас я вот наберу 5 бусин и вернусь к вам. В одной бусинке у меня маленькое отверстие было с одной стороны, и мне на помощь приходит вот такое шило. Я показывала вам такое шило. Очень удобно, как наждачная бумага. Так прокручиваю, и немножко дырочка увеличивается. Можно вот так увеличить отверстие. Вот. И теперь хорошо проходит цепочка. Вот так. И еще одну бусинку я сейчас надену. Вот эту, наверное. Вот так я набрала бусинки. И пока не прижимала я друг к другу, теперь я хочу наполнить бусинки по талию. Примерно вот так пинцетом берем и вот так наполняем. Очень удобно пинцетом работать тоненьким. Вот так получается. Я не буду, наверное, полностью заполнять, чтобы было, наверное, цепочку видно. Так будет красиво. Еще наполню немножко. Ну и еще можно. Достаточно кропотливая работа. Пока это все заполнишь и не хочет заполняться пинцетом. Но потихонечку вот так у меня и получилось. Не стала я много туда добавлять, чтобы было видно, что эта бусина прозрачная. И хотелось, чтобы видно было еще и цепочку. Ну, так будет двигаться. Конечно, я думаю, можно что-то еще сюда придумать, наполнить. Но так как здесь отверстие очень маленькое, бисер пройдет только 15 номер. Ну, а бисером наполнять
И опять-таки будет на пол бусинки или полностью засыпать. Это бисера жалко столько наполнять, если полностью много бисера может уйти. И вот так у меня получилось. Не стала я набивать плотно. Хотелось, чтобы видно было еще и цепочку. Вот так двигаться будет паталь. И вот теперь плотно надо поставить все бусинки. Плотно-плотно. И вот так будет лежать красиво. Теперь я все передвину на кончик цепочки. Все бусинки. Вот так вот. Сейчас передвину и закреплять буду. Прикрепила я колечко маленькое сначала, а потом я буду передвигать. И чтобы вот так вот выглядывало колечко. Теперь я передвину все. И с другой стороны мне надо отрезать цепочку. Она, по-моему, не размыкается. Просто я откусила плоскогубцами и беру колечко маленькое, тоненькое. И провожу в цепочку. И здесь закрываем. Вот такое у меня получилось соединение. Вот у меня пол листика израсходовалось по талии. И теперь я думаю, с какой цепочкой мне хочется носить это украшение. Как вы думаете, что бы вы сделали? Вот какая цепочка больше подходит? Мне хочется и плоскую попробовать поставить. И это неплохо смотрится. Наверное, поставлю вот эту плоскую. Эту цепочку я показывала вам в распаковке. И как можно ее прикрепить к карабинчику. Не знаю, кто-нибудь купил такую или нет. Есть, может быть, у кого-то. Она двойная. И вот так у нее на окончании 2 звена остаются. И я взяла 2 вот таких колечка 7 миллиметров. Надела в 2 звенья 2 колечка. И потом еще одним соединила. И теперь можно в это колечко вот так подсоединить бусинки. Теперь мне нужно еще обрезать, сколько мне нужна длина украшения. Я не хочу длинное, хочу коротенькое украшение. И сейчас я померяю, сколько будет украшение, и покажу. Абсолютно не сложно укоротить эту цепочку. Я думала, будет непросто, хотя здесь ничего сложного и нет. Беру я колечки, вот я укоротила и вставляю в звено, в одно сначала и в другое. Колечки очень плотные, хорошие, качество. Мне нравится этих колечек, но они толстенькие, по-моему 0,7 миллиметров толщина. Вот так получается 2 колечка. И теперь мне нужно еще одно колечко, чтобы соединить вот эти 2. Вот так получается. И теперь с этой стороны украшения я продеваю в маленькое колечко и закрываем. Закрываем плотненько. И получается вот такое крепление. Здесь немножко я на свободу, чтобы можно было вот так согнуть. И с этой стороны сейчас я также надену 3 колечка. И сразу я надеваю в колечко карабинчик. И ой-ой-ой, соскочила. Все, закрепила. Вот так ровненько все получилось. Посмотрите, как идеально все сочетается, так как фурнитура вся одинакового цвета. И здесь можно еще поставить колечко, чтобы закрывать удобно было на карабинчик. Вот так. И я думаю, лежать будет ровненько вот так на шейке. И вот такое украшение получилось у меня. Быстро делается. Конечно, наполнять по талию быстро не получится. Немного время занимает. Но украшение собирается очень быстро из цепочки. И посмотрите, как здорово
смотрится вот эта золотая цепь. Посмотрите фотографии, как будет на мне выглядеть. Сейчас в тренде такие бусинки прозрачные. Можно купить и крупные бусины. Были диаметром такие бусины, по-моему, до 25 миллиметров. Это вы уже можете посмотреть на сайте Алиэкспресс. Я оставлю ссылку на эти бусинки. Ну и на фурнитуру нержавеющей стали я тоже оставлю ссылки. Можно дополнить это украшение и цепочкой любой. Можно подлиннее взять цепочку, прикрепить кулон, какой вам нравится. Очень оригинально и быстро можно сделать. Напишите комментарий, мне интересно, понравилась вам или нет такая идея. Ну а если вам понравилось мое видео и украшение, поставьте мне пальчики, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Жду вас и там. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.